Ну что, пришло время пробовать мой урожай. Вот в этом стакане у меня томаты уже спелые. Сегодня я собрала. Видите, такие черно-красные. Называются они акойя. Коктейльный томат. Давайте попробуем самый спелый. Вот этот с чернотой. Или вот такой. Давайте вот этот. Покупать и сажать больше не буду. Вообще нет яркого выраженного вкуса томата. Такой, и он водянистый. Вот здесь у меня в тарелочке очень спелые такие, видите, как горох. А это у меня томаты. Называется Sweet Stardy J.O. Tomatoes. Попробуем их. Это те, которые были очень дорогие. Я их купила одно растение за $17. Очень дорого. Ну вот попробуем. Сладкие, действительно сладкие. Это те томаты, про которые я говорила, у них Брикс 10. Но, знаете, на десятку не тянет. Тянет, может быть, на 8, потому что у меня другие помидорчики есть. Они еще более сладкие. Давайте разрежем и посмотрим венгерский сладкий восковой перец. Сейчас самый крупненький, который у нас тут самый крутой. Вот этот попробуем, вот этот. Сейчас я вам его разрежу. Так. Стоит или не стоит в следующем году? Пахнет. Очень классно пахнет. Такой насыщенный перечный вкус. Семечек не очень много внутри. Но такой ароматный. Так, хороший ароматный, да. Он подойдет и для салата, и подойдет для готовки. Для салата я бы хотела, чтобы он был, стеночки были потолще, посочнее. Ну так, неплохо. Вот этот у нас ланчбокс называется перчик. Красный такой, маленький, коротенький. Давайте его разрежем и посмотрим. Тоже не очень много так семян внутри. Как у нас тут на вкус? Такого аромата, как у венгерского, уже нет. Вот этот перец более сладкий, чем венгерский. Хороший вкус, вот для салата тоже хорошо. Так скажем, не ярко выраженный аромат, но сладковатый вкус. Хороший такой перчик, да. Можно выращивать, можно. Ну, посмотрим на следующий год. Может быть, я найду что-то еще более интересное. Так, напишу вам название вот этого помидорчика. Называется он Better Boy. Давайте попробуем и посмотрим, какой он внутри. Ну, так, неплохо, неплохо. Ну, так скажем, Черный принц был очень водянистый томат. И Джорман Джонсон, я пробовала, был очень водянистый. Вот этот не такой водянистый, но такой хороший, яркий, выраженный томатный вкус. Ну, немножко кисловат для меня. Немножко бы послаще. Так, а вот этот называется помидорчик. У меня здесь вот их 3. Давайте маленький разрежем. Называется Parks
Hopper Improved. Напишу вам тоже название. Поглядим. Но они все внутри вот у меня зрелые, хорошие, потому что органика. Никакой гадостью я их не поливаю. Ну, в общем, немножко он послаще, чем Better Boy. Ну, как бы, ну так скажем, из 5 баллов я бы поставила 3. На следующий год пока что ни один из этих помидоров, которые я вам показываю, сажать не буду. Это не тот вкус, который я ищу. Так, вот и постригатель травы уже на месте. Каждый вечер он здесь. Молодец. Кушай, кушай. Попробуем увеличить. Кролики такие у нас. Муж у меня идет в ногу со временем. Он же любит готовить и смотрит достаточно много всяких там рецептов в интернете. И по телевизору мы любим смотреть кулинарные шоу, всевозможные соревнования. Здесь это очень популярно. И вот он купил набор вот такой. Я на него тоже посматривала уже, может быть, с год. Но думаю, у нас же есть хорошие, знаете, вот такие вещи, но ручные мельницы. Просто ручные мельницы. А здесь он решил, что надо выбрать самое лучшее, самое качественное. Ну и купил. Теперь как это работает? Вчера он все это зарядил дело. Теперь нужно включить он. Так. Здесь у нас перец. Красота. Здесь у нас соль. Прелесть. И вот здесь вот регулируется, насколько крупно вам нужно, поменьше, побольше. Так что нас с покупочкой. Ну что, ребята, сегодня утром принимаю решение избавляться вот от этих помидор. Несмотря на то, что у меня их достаточно много, вкус мне их не нравится, поэтому, ну, не знаю, смысла в них нет. Я сюда посадила, знаете, огурчики. Вот пусть для огурчиков будет больше места. А эти все помидоры убираем. Что эти, которые называются Черный принц. Что вот эти, которые называются German Johnson. У меня вот на подходе уже созревает Бренди Вайн и Somerset. Вот эти будем с вами тестировать. Потом решим, надо нам это или нет. Так, а сейчас вот надену перчаточки и уберу. Может быть, кстати говоря, и хорошо, что у меня случайным образом получилось вырастить так много черри, помидорчиков черри. Они, не все из них, не все, но половина, так скажем, сладкие. И мы используем их в салат. Еще у меня осталось 3 варианта помидор, которые мы с вами будем тестировать, когда они созреют. Вот в частности, вот этот испанский помидор. Мне обещали просто супер вкус. Так, убираем. Несмотря на то, что тут много. Корень я оставляю. Убирать буду только ветки, потому что в регенеративном земледелии нельзя нарушать, скажем так, взрыхлением землю, потому что в земле очень много не только червей, но и различных микроорганизмов. Если вы будете рыхлить землю, вы нарушаете экосистему. Мы этого делать не будем. Так, вот я срезала все. Здесь я оставляла помидоры на земле с дырками для муравьев. Я, знаете, как решила? Если я их уберу, муравьи будут атаковать более верхние помидорчики. Я решила, пусть они едят вот эти внизу 3 помидорки, зато верхние не будут использовать, портить мне.
Все срезаем и убираем. И больше покупать вот эти помидоры мы не будем. Не стоит они того. А эти помидоры отправим в компост. Можно, конечно, что-то еще попробовать из зеленых помидор приготовить. Но знаете, я думаю, если они в зрелом состоянии невкусные, то какой же смысл вообще в них? Так, срежем сразу. Так. Тяжелые ветки. Здесь вот на каждой по 10 штук. Опа. Огурчикам зато будет куда расти. Я подсадила в несколько мест огурчики и посадила еще семена огурцов. Но из семян я не вижу, чтобы огурцы выросли. А те, которые я подкупила в Home Depot, вот эти растут. И у нас еще погода долго будет стоять теплая, поэтому пусть растут. Переворот. И срезаем эту фигню тоже. Срезаем. Убираем. А то, знаете, каждый день какое-то разочарование. Пытаюсь, все пробую, вот он уже зрелый. Но он, блин, невкусный. И к тому же много черри, много. То есть каждый день я набираю тарелку, мисочку, так скажем, черриков для салата. А эти пошли вон. Вот этот граммов 300-320. Тоже уже зрелый. Нафиг его. Так. Ну и здесь пусть все так пока остается. Я еще, знаете, что сделаю? Поскольку у меня много чего наросло, я хочу подстричь. И, к сожалению, несмотря на то, что у меня все дно проложено так называемым chicken wire, ячейки не очень такие крупные. Но прикиньте, гофер пробрался. И у меня вот я вижу дырки, которые делают гоферы. Прорвались гоферы. Поэтому зимой, когда земля будет повлажнее здесь, мне придется поднимать всю землю, укладывать очень мелкую сетку металлическую на дно. То есть заново все буду делать. И заодно положу гнилые деревяшки на дно для питания бактерий. Вот. Так что попробуем на следующий год что-то другое делать. Вот сколько у меня получилось помидор. Зрелых и незрелых. Все это идет в компост. Может быть, черви будут рады. А мне это не нравится. Летит вертолет. Это у нас проверка пожаров. А я вам другое хочу показать. Вчера забыла снять, были свеженькие. Вот это кокули медведя. Они отличаются от всех остальных. Я уже вчера это когда заметила, до того, как заметила медведя. Думаю, блин, точно они здесь или были, или шарохаются. Значит, появятся. Ну и в шорцах я все-таки показала, у меня есть медведь на участке. Видали? Медведь ко мне пришел. Сижу в этом огороде, блин, в своем, и вижу чудо. Короче, пошла я внутрь. Пусть они тут, скорее всего, мамаша его где-то рядом. Это не самостоятельная особь.
Это маленький медвежонок. Ой, боже мой. Видали? Ого.